всем большой привет! Наступило жаркое лето, это несмотря на то, что все еще весна. И прежде чем мы поедем, необходимо просто полить цветы, иначе никак нельзя. Расцвели герани, сейчас период королевской герани, вот она красавица, смотрите, какая роскошная здесь и там. Вот, я сейчас их полью. Как раз таки самое время показать всем, какая роскошь у меня вот в моем маленьком садике. Вот это мой ангелочек, тоже период цветения только сейчас, буквально еще пару недель, и он сбросит все цветочки. Необходимо сразу его полить, вот он такой. 2 года я его не обрезала, и вот он как роскошно, просто роскошно разросся, какой он огромный. Вот эти все гераньки королевские выращены из отросточков, которые я то там, то сям увижу красавицу герань и оторву себе кусочек. Вот они все таким образом у меня разошлись, размножились. Так что необходимо, просто необходимо полить все мое хозяйство. И уж потом мы поедем дальше в путь. Да, сейчас у меня просто гераневое такое великолепие. Ненадолго, к сожалению. Это просто красавица. Уже 3-й год у меня растет. А вон, обратите внимание, какое толстянка, да, красула. Денежное деревце как вымахала, а? Вот так немного красоты природы с самого начала. Потому что сегодня мы едем туда, где особой зелени и цветения абсолютно не встретим. Но в Израиле есть немало и других достопримечательностей и красот. Ехать нам сегодня совсем недолго, и мы отправляемся в путь. На дороге, по которой мы часто ездим в своих путешествиях, в 2009 году открылось новое место. Это уникальное во всех отношениях место и, пожалуй, единственное в Израиле. Это музей мозаик. Подобные музеи встречаются только в Тунисе и Турции. И этот музей имеет евангельское название «Добрый самаритянин». Еще раз всем большой привет! С вами Павел и Лариса. Мы на территории музея под названием «Добрый самаритянин». И это музей мозаик. В библейские времена здесь проходила граница между уделами племен Иуды и Вениамина. А чуть в стороне от современной трассы проходил древний путь, по которому евреи со всех уголков Святой Земли шли в Иерусалим во время праздников. Он был известен еще со времен царя Соломона. И путь из Иерихона в Иерусалим Также шел здесь. А современная дорога проходит по маршруту дороги более поздней, древнеримской и позже византийской. Итак, мы начинаем наше путешествие сегодняшнее по музею мозаик. Добрый самарянин. Добрый путь! Мы стоим у входа, собственно говоря, в сам музей. Во вторую часть музея. Одна часть музея у нас под открытым небом, а вторая часть музея закрытая. Именно здесь, закрытая часть. И здесь в разные исторические периоды находились постоялые дворы и перевалочные пункты при дороге. А на дорогах еще и промышляли разбойники.
византийские времена здесь построили церковь и гостиницу для паломников, идущих к Иордану. А что делали крестоносцы, не знаешь здесь? Крестоносцы тоже использовали это место. Они построили гостиницу для паломников, а также напротив дороги была выстроена большая, очень серьезная крепость, чтобы охранять эту важную дорогу, стратегическую, можно сказать, дорогу. Но после крестоносцев ведь были мамлюки, которые пользовались этой гостиницей для паломников, направлявшихся в комплекс Небе-Муса. По мусульманской традиции считается, что там был похоронен пророк Муса, Небе-Муса. Да. Так что и византийцы, поначалу даже римляне, византийцы, потом мамлюки, то есть арабы, все использовали эту часть как постоялый двор для движущихся по одной из основных центральных дорог именно вот здесь. А вот эта часть, напротив которой мы стоим, где сейчас, собственно говоря, располагается закрытая часть музея, построен турками в 1830 году. Это хан, то есть постоялый двор. Постоялый двор, гостиница. Практически это такой древний отель первой половины 19 века. Да, а мы еще не сказали, что и в римские, и до римские времена, и во времена Христа, и во времена второго храма здесь также проходила дорога, и также находился постоялый двор. Собственно говоря, вот с этим местом и связана известная евангельская притча. Так что название места, скорее всего, совершенно не случайно. Конечно. Сейчас вы увидите отрывок из фильма «Человек, которого никто не знает», выпущенного в США в 1925 году. Режиссер Эрет Леной Кеннеп. Отрывок снят именно здесь, практически на месте, где мы сейчас стояли, в 1920-х годах, и демонстрируется на экране в одном из залов современного музея Доброго Самарянина. Главного героя играет настоящий самаритянин, первосвященник Ицхак бен Амрам. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам. Которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, как я, возвращусь, отдам тебе». Настоящая любовь и милосердие выражаются делом, а не просто сочувствием со стороны. Притча о милосердном самарянине напоминает о второй величайшей заповеди: «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Как здорово с палящего солнца зайти в тишину и прохладу самого музея. И здесь даже играет очень тихо классическая музыка. Но все-таки, так кто же такие самаритяне? На самом деле и у евреев, и у самаритян на этот вопрос абсолютно разные версии. История происхождения самарийского народа абсолютно разная. Рассмотрим версию евреев. В свое время, в 8 веке до нашей эры, ассирийский царь Санхериб завоевал Северно-Израильское царство. Царство, где сосредоточилось 10 израильских племен. Он переселял народы, и на место изгнанных 10 колен Израиля поселил Кутим, народ из страны Кута. Они не знали, что переселенцы прибыли в необычное место. Земля Израиля не терпела идолов, которыми они продолжали поклоняться и служить.
И вскоре они подали жалобу Санхерибу на то, что их преследуют львы. Об этом написано в книге Царств. Львы, обычно не охотившиеся на людей, принялись поедать Кутим. И те обратились к царю. Мы не знаем законы Бога той земли. И он насылает на нас львов. И Санхериб велел евреям выделить учителей для Кутим. И те научили их. Это 2 книга Царств. Кутим приняли гиюр, то есть перешли в еврейскую веру, и по закону стали считаться евреями. Это начало еврейской версии происхождения самаритян. А у самаритян абсолютно другая версия. Согласно традиции самих самаритян, они потомки 2 древних еврейских колен, то есть Менаше Манассея и Ефрема Ефраима, хранящая верность его подлинному наследию. Именно они сохранили традиции прошлого в полной неприкосновенности, а иудеи принесли в них новые толкования. У самаритян сохранился институт первосвященства. Еще в начале периода возвращения в Сион из вавилонского пленения лидеры Самарии во главе с царем Санвалатом пытались сотрудничать с вернувшимися из изгнания евреями и предложили помощь в восстановлении храма. Однако те отвергли сотрудничество, что привело к длительной вражде между самаритянами и вернувшимися евреями и способствовало превращению самаритян в отдельную религиозно-этническую группу. Смотрите на вот эту великолепную мозаику. Это всего лишь небольшая часть огромной напольной мозаики самаритянской синагоги. Итак, вернемся к продолжению нашего рассказа. Хотя в Библии и не объясняется, почему вернувшиеся евреи так повели себя с жителями Самарии, все-таки исследователи полагают, что причина коренилась в языческих культах, согласно которым, в общем-то, остались у самаритян. А вот согласно Иосифу Флавию, окончательный разрыв между евреями и самаритянами произошел уже после периода реформаторов Эзры и Неемии, когда из-за женитьбы на дочери царя, самаритянского царя Санавалата, был смещен Менаше из семьи первосвященников. Обиженный Санавалат построил зятю храм на горе Гризим. И вот это, по всей видимости, и привело к формальному размежеванию, разъединению между евреями и самаритянами. Один из раввинов, объясняя тоже, почему евреи отказались от участия самаритян в строительстве храма, второго храма, да, еврейского в Иерусалиме, он говорит, причина была такая, что самаритяне приняли веру в живого Бога не по сердцу, да, не по желанию сердца, а из-за боязни львов. Вот так, такое объяснение. Среди исследователей существует разногласия относительно датировки события размежевания, да, уже между евреями и самаритянами. Однако не подлежит сомнению, что ко времени завоевания страны, Святой Земли, страны Израиль Александром Македонским в 332 году до Рождества Христова, самаритяне все-таки уже были вполне такой сформировавшейся религиозно-этнической группой, которая была уже отделена от евреев. И читая Евангелие, в Евангелии мы неоднократно тоже видим, что между евреями и самаритянами во времена Иисуса Христа, да, уже была серьезная пропасть. И это были 2 враждующих народа. И даже проходить через Самарию, дорогами Самарии, да, например, из Галилеи, Самария соединяла Галилею с Иерусалимом, было очень опасно. И проходили другой, гораздо более длинной дорогой, но все-таки безопасной. Место священного поклонения самаритян – это гора Гризим. Мы видим вот здесь великолепная фотография, показывающая нам эту гору в снегу. Но здесь также октагональной формы видно руины Богородичной церкви византийского периода. Вообще, самаритянский народ был довольно-таки многочисленным. И по данным, имеющимся на сегодняшний день, к VII веку нашей эры была община 350 тысяч человек. Но на протяжении истории, во-первых, многие переходили в ислам, потому что, да, Святая Земля, здесь было арабское завоевание, и многие переходили в ислам, многих просто уничтожали.
Кстати, в византийский, вот когда построили византийский храм на горе Гризим, поднялось целое серьезное восстание против этого христианского, можно сказать, засилия. И даже нарушили, вернее, разрушили частично храм Рождества Христова. И эту церковь на самой горе Гризим разрушили и убили епископа. Да, и потом, кстати, тоже византийцы, тоже очень серьезное гонение на самаритян были. То есть, вот смотрите, в 7 веке 350 тысяч община, человек, а к началу 20-го столетия, 1917 году, 149 человек всего лишь осталось из этой когда-то многочисленной самаритянской общины. Просто катастрофа народа, можно сказать. А на 2019 год помнишь, сколько человек? Нет, сколько? Почему не помнят? 820 человек всего лишь было по переписи 2019 года. То есть все-таки численность общины возросла. А еще вот у местных самаритян несколько гражданств. Палестинское, израильское и даже Хашемитского королевства Иордания. А знаете почему? Дело в том, что жители, самаритяне, они сосредотачивались именно у горы Гризим, то есть в городе Шхеме. А в 1954 году часть самаритян ушли в Израиль. То есть и живут они сейчас в одном из районов города Холона. А часть осталась в Палестине, на палестинской территории, то есть вот в районе города Шхема, недалеко от горы Гризим. Ну, как раз вот здесь. И вот у них остались и палестинское гражданство, есть и израильское гражданство, и они как-то подлежат закону о возвращении в Израиль, и также... То есть как часть еврейской общины? Как часть еврейской общины, да. Это, кстати, один, я забыла его имя, раввин в начале 20-го столетия, он выступил перед турками в защиту этого народа, что якобы, да, действительно, это как бы часть, в общем-то, еврейского народа, что спасло его, можно сказать, от полного уничтожения. Вообще, конечно, катастрофа. Очень важный момент, что иорданские монархи тоже традиционно защищают самаритян. Да, поэтому у них есть, да, и вот еще третье, в общем-то, иорданское гражданство. Ну, вот из-за этих всех проблем, которые мы озвучили вам, не все гладко у них сейчас вот в общине, потому что община настолько маленькая, как Лариса отметила, 820 человек, с поиском спутника жизни есть очень серьезная проблема. Например, найти женихов или невест в самой общине достаточно проблематично. Да, проблематично. И они на что идут? Вот у них разрешаются даже браки с евреями, караимами, близкие достаточно по общине к ним, даже христианами, прошедшие процедуру своеобразного самаритянского гиюра, то есть перехода в иудаизм, да. в самаритянский. Не в иудаизм, а именно самаритянский гиюр, да. Самаритянский гиюр, самаритянский. Традицию самаритянскую, да. Очень есть украинские жены. И я даже... серьезно, да? Приезжают из Украины? Да, есть из России, интересно? Есть? Я не знаю, про Украину знаю точно. Слышала про Украину. Да. И даже я знаю, что сын украинки в будущем, если у него, он претендует на даже роль первосвященника. Кстати, еще мы забыли сказать, что у них есть древо вот это генеалогическое от самого Аарона. То есть все это записано, каждый последующий первосвященник из самаритян, есть его имя. Сейчас, по-моему, и то ли 147-е, то ли 149-е поколение. То есть сохранен, от Аарона. Сохранен институт абсолютно, первосвященства, да, от Аарона. Сохранен. Если, например, у иудеев нет сейчас института первосвященства, нет жертвоприношения, а у самаритян все это есть. На горе Гризим. Гризим, да, приносится жертвоприношение. И есть великие коэны, да, которые считают, что они берут свое начало именно от великого коэна, от Аарона. Ну, такая антураж такой у нас. Музей доброго самаритянина. И здесь элементы мозаик самарийских синагог. Вообще, конечно, очень интересно здесь. И очень красиво сделано. Интересная история. Камерная такая атмосфера музея. Мне очень нравится. Акустика хорошая. И, кстати, я знаю, что самарийский народ очень и очень гостеприимный. Можно прийти к ним и увидеть, как они живут. Особенно интересно к ним попасть в праздник Суккот. И вот сейчас здесь есть как раз таки есть изображение, сейчас мы вам покажем, как красиво украшается дома, знаменитый потолок. Суккот самаритян, то есть шалаши. Потолок шалаша. А ты знаешь, что они не на улице, а дома устраивают? Да, я слышал об этом. Но важно показать нашим зрителям антуражные фотографии. Украшаются из живых фруктов потолки этих суккот. Шалашей, да. Я хочу обратить ваше внимание на вот эти камни. Они перенесены были с горы Гризим, священной горы самаритян. И на них
написаны тексты древним еврейским языком, то есть не алфавитом иврита, как сейчас современный, да, а гораздо более ранним. И это именно алфавит священного писания самаритян, и даже сейчас у них издается газета на вот таком языке, и есть люди, которые могут на нем читать и говорить. А вообще это, конечно же, язык священного писания самаритян. Меня всегда восхищала эта мозаика. Почему именно фрагменты этой мозаики меня так привлекают? Дело в том, что они состоят из мельчайших тестеров, этих именно фрагментиков, кусочков, из которых составляется вся эта мозаика. А здесь просто мельчайшая, тончайшая работа, которая меня всегда восхищала, когда я заходила в этот зал. Необходимы были миллионы таких вот кусочков. Это трудоемкий процесс. Огромное количество людей было вовлечено в создание мозаик. Эта мозаика – одна из лучших и уникальных, сделанная в византийский период. Мотивы ее неповторимого дизайна – это разнообразные сельскохозяйственные культуры. Для удобства посетителей музей разделен на 6 тематических залов. И каждый зал отражает какую-то определенную тему. Первый и второй, например, это иудейские и самарийские синагоги. А дальше, соответственно, продвигается тематика к первым монастырям и церквям византийского периода. И, конечно же, это потрясающая коллекция мозаик со всей Святой Земли. Здесь даже есть из сектора Газа, из Иерихона. Сейчас я вам покажу их. В этом зале представлены 2 копии замечательных мозаик. Первая изображает царя Давида с надписью на иврите, играющего на лютне. Такая явно с византийским влиянием. Это, конечно, реплика, не оригинал. Оригинал хранится в Музее Израиля. И найдена была эта мозаика в синагоге в Газе, аж на Средиземноморском побережье. Вторая, тоже очень интересная реплика с надписью «Шалом Исраэль» и с минорой. Минорой, то есть это семисвечник посередине мозаики. Как вы думаете, из какого это города? Из города Иерихона. Примечательно и удобно в этом музее то, что можно видеть как оригинальные мозаики, найденные в тех или иных местах, так и реплики. Вот здесь мы видим мозаику из синагоги в Сусии. Сусия – это был древний еврейский город между Вифлеемом и Хевроном. Это оригинальная мозаика. А вот следующая – это реплика, то есть копия. Оригинал хранится в Музее Израиля. А вот в продолжении мы видим мозаику на древнем арамейском языке из синагоги, найденной в Наране. Это оригинал тоже. И вот это потрясает. Музей сочетания разного уровня мозаик, которые представляют нам и дают общую картину о том, какое культурное пространство здесь сохранялось в византийский период, наиболее интересный в римский, с 1 по 7 века нашей эры. Последние 2 зала, номер 6 и номер 5, посвящены христианскому присутствию в Святой Земле. И вот здесь мы видим замечательную часть алтарной преграды,
оригинал, который хранится в Музее Израиля. Посмотрите, вот эта фотография нам показывает, как это находится. И здесь мы видим изображение двух ланей, стремящихся к источнику. То есть отсыл на 41-й псалом царя Давида. Как лань стремится к источнику воды, так душа человека стремится к Богу. Но в середине мы видим четкий византийский крест. То есть псалом Давида с христианским наполнением, христианской символики. Что еще интересного здесь, в этом зале, это кафедра для диакона. Диакон поднимался в древней византийской церкви по таким вот ступенькам здесь на кафедру и читал Евангелие. Также мы видим надгробную плиту, которая найдена была в монастыре Мартирия. Он находится в южной части города Маале-Адумим, то есть красной возвышенности. Это очень интересный камень здесь розоватым оттенком. На этой фотографии примерно вот в этой части мы видим геолокацию, расположение руин этого монастыря. Южная часть города Маале-Адумим и впереди Иудейская пустыня. Выйдя из закрытой части музея на улицу, мы увидели высоко в небе стаю кружащихся аистов. Сейчас время, когда птицы возвращаются из теплых мест в свои страны обитания. Вот эта вот территория, по которой я сейчас иду, это территория, которая была освоена в византийские времена. Вообще, это место было очень популярно в византийские времена. Почему? Потому что, конечно же, связано с евангельскими событиями, а именно с притчей, да, рассказанной Иисусом Христом. Вот. И вот эта часть места, это как раз-таки место гостиница для паломников. На месте византийской потом и крестоносцы расширили это место и выстроили также гостиницу и в крестоносский период. А вот дальше, сейчас очень здорово, да, уже сейчас современное время, когда строили этот музей, также оформили вот такую красивую крышу над местом, где находилась церковь византийского периода. Она достаточно хорошо, ее основания достаточно хорошо сохранились. И вот сейчас паломники, христиане любых конфессий, кто приезжает сюда, имеют возможность помолиться у алтаря церкви византийского периода. И здесь в музее представлены мозаики и артефакты, найдены как раз на территории Иудеи, Самарии и даже Газы, как в еврейских самарийских синагогах, так и в христианских церквях. То есть концепция музея, прежде всего, основывается на притче о милосердном самаритянине, рассказанной в Евангелии Иисусом Христом. Это часть мозаики апсиды Византийской церкви, которая была реконструирована здесь усилиями Управления природой и парков государства Израиль. И это восточное направление в сторону Мертвого моря и Иордании. Конечно же, потрясает, что так бережно сохранены мозаики как с этой церкви здесь, так и с других церквей и монастырей, которые были найдены в Иудее, Самарии и других местах Святой Земли. Сегодня такая удивительная жара, Хамсин страшный, примерно 35 градусов в пустыне. И вот здесь в тени, рядом с уцелевшей
уцелевшим фрагментом апсиды этой церкви можно спрятаться от беспощадной ближневосточной жары. И удивительно, что в этом комплексе усилиями Управления природой и парков Израиля сохранена практически реконструкция Византийской церкви. Не сохранена, а произведена. И вот эту уже крышу мы показывали с вами, такие скамейки, сделаны целые конструкции. Мы видим мозаики слева, справа. Вот здесь еще из других церквей, других монастырей привезены элементы мозаик. Это просто, конечно, потрясает. Безусловно, что это место важно для христиан, но в притче о милосердном самарянине упоминаются еще иудеи и самаритяне. Поэтому все, что представлено в этом музее, имеет отношение к христианству, иудаизму и религии самаритян. Музей открыли летом 2009 года. Этому предшествовало 10 лет работы по перемещению и сохранению мозаик, и в конечном итоге их представили миру. Реставрировали турецкий хан, а для восстановления мозаичного пола Византийской церкви, обнаруженной в 1936 году, понадобилось 1 700 000 мозаичных кубиков. Вся мозаика музея, кроме 3 реплик, аутентична. Проходят столетия, но время сохранило частицы культуры далекого прошлого. А специалисты, неся свой огромный вклад, берегут ее для последующих поколений.
Ну и денек выпал сегодня. Настоящая летняя жара. Ну, не знаю, выше 30 градусов точно, да? 35 как минимум, и это не просто летняя жара, это самый настоящий хамсин, то есть пыльная буря, которая может из Аравийской пустыни спокойно Но нас прийти сюда. спасали кондиционеры закрытого помещения музея. Но снаружи-то нет. Снаружи нет. Наш сюжет подошел к концу. Хотим передать всем еще раз привет из Иудейской пустыни. Со святой земли. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Становитесь нашими спонсорами. Благодарим тех, кто уже это сделал. До свидания. До встреч на На следующей следующей неделе. неделе.